Всем привет! Скоро Пасха, а значит в домах запахнет куличами. И я с радостью делюсь с вами одним из старейших рецептов приготовления кулича. И не забываем про хорошее настроение. Вскипятить 1,5 стакана молока, остудить до теплоты парного и развести в нем 25 грамм свежих дрожжей. И да, все продукты должны быть комнатной температуры. В миску всыпаем 2 стакана просеянной муки и вливаем молоко с дрожжами. Хорошо перемешиваем. На кухне должно быть тихо и тепло. В старину в это время даже разговаривать старались тихо. К приготовлению куличей относились бережно и трепетно. Накрываем и ставим в теплое место на час-полтора. Пока опара подходит, подготовим изюм. Промываем, заливаем теплой водой на 30 минут. 110 грамм размягченного топленого масла. Растираем до бела с сахаром. Нам понадобится 200 грамм, это 1 стакан. У меня стакан объемом 250 миллилитров. Далее по одному вводим 5 желтков, продолжая растирать. Так хорошо растираем до пышной массы. Натираем цедру одного лимона. Туда же добавляем 2 столовые ложки ванильного сахара. Как его приготовить, рецепт есть на моем канале. Все хорошо перемешиваем. Наш изюм уже искупался, разбух. Теперь сливаем воду, промываем и высушиваем на бумажном полотенце. Вот и опара уже готова. Выходила она у меня примерно 1,5 часа в духовке с включенной лампочкой. Смотрите, какая волокнистая, пористая. Вливаем водку 2 столовые ложки. Всыпаем обязательно 1 чайную ложку соли. Все хорошо перемешиваем. И даже вводим яичную смесь, перемешиваем. Далее всыпаем по одному 3 стакана просеянной муки. Всего нам понадобится примерно 5,5 стаканов. Вымешивать тесто будем руками, и делать я это буду на столе, присыпая оставшейся мукой. Смотрите по тесту, но не переборщите. Сначала тесто липкое и вязкое, но при длительном вымешивании становится мягким, послушным. Вымешивая тесто руками, ты его чувствуешь. Лупим наше тесто до тех пор, пока оно не начнет отставать от рук.
Выкладываем подготовленный изюм. Мукой я его не присыпала. А если любите изюм, то добавьте больше. Вмешиваем его в тесто. Убираем в теплое место на 1,5–2 часа. Прошло почти 2 часа. Вот такое тесто уже мягкое, не липнет. Очень приятное. Стол и руки смазываем растительным маслом и снова вымешиваем минут 10, не больше. И будем выкладывать в формы. У меня 2 формы диаметром 14 сантиметров. На дно я положила кружки, вырезанные из пергаментной бумаги. Формируем вот таких колобков. Изюминки прячем, иначе они сгорят во время выпечки. И раскладываем по формам, заполняя их на 1/3 объема. Накрываем и ставим на расстойку, пока тесто не поднимется почти до краев формы. Выпекаем 5 минут в разогретой духовке до 200 градусов, затем уменьшаем до 170 и выпекаем еще 40–50 минут. Остужаем прямо в формах, расстегнув застежку и сняв дно, так не примнутся бока. Пока куличи остывают, приготовим глазурь. В 1 яичный белок малыми порциями просеиваем 100 грамм сахарной пудры и ложкой втираем пудру в белок. Именно растираем, а не взбиваем. Процесс приготовления сводится именно к растиранию белка с сахарной пудрой. Растираем до тех пор, пока масса не увеличится и не побелеет. Добавляем 1 чайную ложку лимонного сока и продолжаем растирать. В этой миске я взбивала венчиком яичный белок с сахарной пудрой для сравнения, а в этой растирала. На нашу глазурь, которую я растирала, и мы видим, она не растекается, ровно ложится. А у вас также съедается сначала вся глазурь? А это глазурь, которую я взбивала венчиком. Вот она вот так растекается. Украшаем куличи и ставим в теплую духовку на пару минут, чтобы глазурь подсохла. При разрезе кулич не крошится, идеально сохраняет свою форму, при этом остается мягким. Глазурь при разрезании кулича не липнет, но крошится. Как вкусно. Сладенькое, вкусное, мягкое. Вы еще здесь? Вкусных вам куличей и светлой Пасхи!